А с вами бывало такое? Прибегаете вы на стадион поиграть с друзьями в футбол, а там... Один игрок тонет в грязи, второй пинает мяч так, что его в банан сворачивает, третьего несет на руках четвертый, и апогеем всего становится смерч, который сдувает игроков с поля. Нет, это не футбол, это убойный футбол какой-то. Сегодня мы поговорим с вами об игре Кунио-кун но Никетсу Сокер Лига, также известную под названиями Goal 3, боевой футбол, а позже и убойный футбол. Этот симулятор драк на футбольном поле был издан 23 апреля 1993 года только в Японии, но благодаря пиратам у нас была уникальная возможность поиграть в него в детстве. И если вам интересно узнать про игру поподробнее, то я уже делал на нее обзор в куче с парой других футбольных симуляторов для Денди. Ссылочку оставлю в описании. Лично я впервые увидел Никетсу Сокер Лига в гостях у моего друга Лехи. И было это примерно на рубеже 93 и 94 годов. И тогда, будучи ребенком, я был просто поражен увиденным. Справедливости ради стоит заметить, что игре и сейчас есть чем удивить. Всем 8 бит, я Роман Шабанов. Скорее ставьте лайк этому видео, а я расскажу вам, как довольно простыми по сегодняшним меркам вещами шокировала и удивляла нас игра «Боевой футбол», когда мы проходили ее в детстве. Это ностальгически познавательная рубрика «Шок 5». Погнали! На пятом месте расположилась тренировка прямо на титульном экране. Я отчетливо помню, как впервые увидел титульный экран Никетсу Сокер Лига впервые. Леха вставляет картридж, загорается синий экран заставки, какие-то непонятные иероглифы вместо заголовка и в центре Кунио с футбольным мячом. Наверное, это можно было сравнить с заставкой примитивной игры Сокер. Но затем Леха взял контроллер и начал управлять персонажем прямо на титульном экране. Он начал бегать и гонять мяч, подпрыгивать с мячом и даже пинать его кувырком через голову. Леха делал все это улыбаясь, как бы демонстрируя нам возможности игры. Ну а я в этот момент был просто поражен происходящим. Неужели в футбольной игре может быть такое? Если подумать, то титульный экран действительно является идеальным местом для тренировки. Никаких дополнительных меню или тыкания кнопок. Хочешь разобраться с управлением в спокойной обстановке, просто воткни картридж, включи консоль и все. Кунио-кун и мяч в твоем полном распоряжении. Оттачивай навыки управления сколько угодно. Идея настолько простая и гениальная, однако я не могу вспомнить ни одной игры, где встречалась бы такая опция. Удивительно. Четвертое место. Запредельные погодные условия прямо во время матчей. Когда в детстве мы заходили в пункт меню «Погода» и видели читающего газету Кунио, нам почему-то казалось, что он молится. Мы так это и называли – помолиться на погоду перед началом матча. И действительно, погода в этом убойном футболе очень важный фактор. Ни в одном 8-битном футбольном симуляторе я больше не видел такого разнообразия природных условий и покрытий на поле. Первые игры чемпионата проходят на классическом зеленом газоне, который впоследствии сменяется открытым грунтом и песком. В зависимости от погоды все это наполняется лужами, которые, намочив мяч, делают его тяжелым. Нередко во время дождя бьют молнии, которые раскидывают игроков и заряжают электричеством мяч. К такому мячу опасно подходить, но на нем можно кататься сверху. Если дождь идет на открытом грунте, то поле покрывается грязной трясиной, в которой вязнут наши игроки. Порыв ветра иногда помогает сильнее пинать мяч, но чаще наоборот, сдувает его в сторону. Самым опасным погодным условием являются смерчи. Появляясь внезапно, они с легкостью могут унести с поля несколько игроков и мяч в придачу. После такого полета футболисты некоторое время окажутся вне игры. Все это в совокупности создает поистине уникальные игровые условия.
которые придают футбольным баталиям дополнительной остроты, а начинающего игрока такая погода в стиле Никетсу может легко повергнуть в шок. Третье место – невероятные суперпинки мяча. Впервые, держа в руках картридж с игрой Никетсу Soccer League, невольно понимаешь, что если уж Кунио со своими корешами решил погонять мяч, то обычными пинками по воротам это не ограничится. Конечно, как и в любом симуляторе футбола, здесь можно гонять мяч и пасовать его. Но вот удары по воротам – это отдельное искусство. Помимо простого пинка, который все еще эффективен, в игре предусмотрены суперудары. Выполняются они пинком мяча в прыжке. Если пинать с зажатой кнопкой назад, то удар будет с кувырком, и мяч полетит под углом вниз. Это может помочь обмануть вратаря. Ну а если просто пнуть мяч в самой высокой точке прыжка, то наш игрок выполнит эксклюзивный суперудар. У Кунио это сплюснутый мяч, который летит прямиком в ворота. У Йорицо это мяч-звездочка, который, подлетев к воротам, исчезнет и вновь появится. У Хариба это мяч-крот. При ударе он погружается под землю и пытается просочиться под вратарем. У каждого игрока команды Никетсу свой уникальный суперудар, который лучше всего проверить самостоятельно. Командам противников досталось лишь по одному уникальному суперудару, который стилизован под их страну. Например, мяч в виде лошади, плывущей пираньи или просто заряженный током. Такое разнообразие трансформации мяча до сих пор смотрится балдежно. Второе место. Игра вчетвером через специальный мультитап. В наше время игрой на четверых на одном экране никого не удивишь. Что уж говорить про онлайн-баталии с запредельным количеством игроков. Но, как мы знаем, на приставке Dendy одновременно играть можно было максимум вдвоем. Нам попросту никто не говорил, что есть такое устройство мультитап, которое позволяет подключать к приставке 4 контроллера. Да и выпускать специальное мультитап-устройство для наших китайских клонов никто и не думал. И все же, если взглянуть на японское меню игры, то можно заметить весьма подозрительные надписи: 2P, 3P и 4P. Не нужно быть лауреатом Нобелевской премии, чтобы понять, что это сокращение означает 2 игрока, 3 игрока и 4 игрока. Это неизбежно вызывало вопросы типа: а что, здесь можно играть вчетвером? А как это сделать? К сожалению, правду о мультитап-устройствах для Famicom мы узнали только повзрослев. Но думаю, если бы кто-то из моих друзей гипотетически раздобыл оригинальный Famicom с мультитап и с 4 контроллерами, то мы бы с удовольствием поиграли в Никетсу Soccer League вчетвером. И наверняка такая игра стала бы для нас настоящим праздником. Первое место. Беспощадный мордобой на футбольном поле. Серия Никетсу всегда славилась своим особым смакованием мордобоя. Он есть как и в битэмап играх серии, так и во всех спортивных. Собственно, это и есть уникальная фишка серии, которая начала свой путь с игры Renegade, установившей основные стандарты жанра «бей их всех». Вот и рассматриваемый нами сегодня футбольный симулятор не обошла стороной эта хорошая традиция. Конечно, упор на драки здесь не слишком большой. Все-таки мы тут мяч погонять собрались, а не выяснять, чье кунг-фу круче. Однако, для того, чтобы эффективно отбирать мяч у противника, в игре используется приличная пачка приемов. Причем у каждого персонажа разные. Это может быть как простой подкат или удар коленом, так и сверлящий удар, как у Рафаэля из игры «Черепашки ниндзя 3». Иногда кажется, что на поле происходит полная вакханалия, главной целью которой является сбить с ног вратаря и уже наконец-то загнать мяч в эти чертовы ворота. Именно эта фишка больше всего подкупала в детстве. Ведь какой мальчишка не мечтал выйти на футбольное поле и, гоняя мяч, попутно показывать приемы в духе Джеки Чана. И, конечно, такой беспощадный мордобой вызывал не просто шок, а неописуемый восторг. Привет, Ребза, с вами Евгений Пряхин, и вот вам бонусный факт. Обновленная версия для Nintendo DS. Несмотря на всю крутизну Никетсу Soccer League для 8-битной Nintendo, у игры имеются и некоторые проблемы. Например, подтормаживание, мерцание спрайтов и нехватка кнопок на контроллере. Самое обидное здесь, что игра так и не получила достойного продолжения на более продвинутых платформах.
Долгие года она была забыта, пока в мае 2010 года под шумок чемпионата мира по футболу не была выпущена River City Soccer Hooligans для портативной Nintendo DS. Игра представляет из себя все тот же боевой футбол, только с улучшенной 3D-графикой, официальной английской локализацией, расширенным управлением, в котором прыжок наконец-то получил отдельную кнопку, и, конечно, геймплей, использующий оба экрана портативки. Сама по себе Nintendo DS не слишком мощная консоль, поэтому 3D-модельки футболистов здесь весьма угловатые. Геймплей на футбольном поле сделан так, что камера порой слишком близко приближается к игроку. Поэтому для понимания полной картины, происходящей на поле, вам нужно постоянно следить за нижним экраном, содержащим подробную карту. И все же игра получилась такой же увлекательной, как и оригинальная Niketsu Soccer League. Поэтому я крайне рекомендую вам с ней ознакомиться, пусть даже и на эмуляторе. На этом, пожалуй, закончим третий выпуск 5 шокирующих фактов. В заключении расскажу вам, чем закончилась история того самого картриджа Niketsu Soccer League из моего детства. Как я уже и говорил, впервые мы с братом увидели его на рубеже 93 и 94 годов. И тогда это был обычный пиратский картридж в пластиковом корпусе, который выглядел примерно так. Поиграли мы тогда у Лехи, наверное, минут 15, и все. В следующий раз этот картридж принес нам в 97 году одноклассник моего брата Сашка. Картридж тогда пробыл у него примерно неделю. И вот в течение всей этой недели он несколько раз приносил нам его, мы более детально разобрались в игре, немножко начали ориентироваться в геймплее, но, к сожалению, чем чаще мы играли и чем больше, тем платка это все хуже и хуже работала. Она уже изначально очень плохо запускалась, и нужно было несколько просто попыток вставления, вынимания ее из консоли, чтобы запустить игру без артефактов. И вот под конец этой самой недели картридж просто перестал выдавать нормальную целую картинку. Мы еще какое-то время помучились, там попротирали его спиртом, одеколоном, пытались запустить, но все было безрезультатно. В итоге мы просто решили, что картридж окончательно сломался. Сашка сгреб его и унес. Видимо, отдал владельцу. Я не знаю, отдавал ли он взамен свой какой-то картридж, но для меня на этом история того самого картриджа Niketsu Soccer League из моего детства закончилась. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, чтобы не потеряться. И, конечно же, буду благодарен, если поддержите меня на сервисе Boosty. Любая помощь важна для развития канала. Еще увидимся!